For several years, Russian courts have misapplied legislation on extremism to ban some publications of Jehovah's Witnesses. The witnesses in Russia are appealing those decisions, but in the meantime, they have removed the publications from their houses of worship. However, some officials fabricate evidence to charge the witnesses with extremism by planting banned literature in their houses of worship. Recently, Jehovah's Witnesses in Sevastopol thwarted attempts by law enforcement officers who resorted to this tactic. Law enforcement officials arrived at the Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses in Sevastopol on July 19, 2015, during a religious meeting. Завершалось наше богослужение, когда на территорию зала пришли сотрудники полиции. Они зачитали нам постановление суда о проведении осмотра зала и его территории, якобы для того, чтобы выявить материалы экстремистского характера. Обратила внимание случайно на сотрудника полиции. Он из своей папки достал книгу, которая внесена в список экстремистских материалов, и явно пытался подбросить в ящик стола. На что я начала возмущаться и очень громко сказала: «Молодой человек, почему у вас в руках, чему учит Библия?» Он растерялся и начал выходить из зала. Я тоже увидела, что полицейский прикрывал эту публикацию папкой. И достаточно эмоционально. Я говорю: кто-нибудь, снимайте, снимайте же кто-нибудь. The officer, who was in plain clothes and refused to identify himself, quickly tried to leave the premises. However, the witnesses were able to stop him. Another law enforcement officer explained the policeman's actions. Для того, чтобы, если у вас есть литература, которая внесена в федеральный список, отождествить с теми, которые реально там находятся. Для чего они здесь находятся? Для того, чтобы сравнить, если у вас есть. Это его книга. Абсурдно полагать, что для обнаружения экстремистской литературы сотруднику полиции нужно иметь такую же самую литературу при себе. A similar incident took place in November 2015 in the city of Balakova, Saratov region, where the local Jehovah's Witnesses rent a building for religious meetings. The security video camera in the courtroom shows a man arriving at the religious meeting and planting several copies of a book that is on the federal list of extremist materials. Мой сын, он зашел в гардероб во время встречи, облокотился он на этот шкафчик. И случайно увидел, что из-под небольшого шкафа видны 3 экземпляра книги, которые запрещены в России. Before the police arrived, the witnesses had already removed the books. А когда закончилось богослужение, в зал пришли сотрудники прокуратуры и других ведомств для проведения осмотра. Было ясно, что они искали заранее подброшенную литературу. Мы сразу же посмотрели записи с камеры наблюдения и выяснили, что литературу подбросил один из присутствующих, который изучал ранее Библию со свидетелями Иеговы. The number of attempts to plant banned literature in buildings used by Jehovah's Witnesses for worship has recently increased. The fabricated evidence is used as a basis to bring charges of extremist activity against the witnesses, with the goal of liquidating their local legal entities. This is exactly what happened in Samara in January 2014. Человек 15, наверное, в штатском зашли и показали постановление об обыске. И во время этого обыска было найдено несколько публикаций, которые внесены в список экстремистских. Поэтому у большинства складывается такое впечатление, что данные публикации были заранее подложены и потом обнаружены. Прокурор приостановил нашу деятельность, и, соответственно, суд областной, он поддержал это решение. The court ignored evidence showing that the publications had been planted and ruled to liquidate the local religious organization of Jehovah's Witnesses in Samara. For now, Jehovah's Witnesses in Sevastopol and Balakova have foiled the attempts to fabricate evidence that could later be used against them. Власти необоснованно признали некоторые публикации свидетелей Иеговы экстремистскими и внесли их в федеральный список экстремистских материалов. Во избежание негативных последствий верующие уже давно убрали все публикации из своих богослужебных зданий. Тогда правоохранительные органы прибегли к незаконным методам,
для того, чтобы оправдать свои обвинения в экстремизме в адрес свидетелей Иеговы. И одна из распространенных тактик на сегодня – это подброс печатных изданий, внесенных в список экстремистских материалов, с целью сфабриковать доказательства. Затем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, и якобы неожиданно в богослужебных зданиях находят запрещенные публикации. Подобные случаи происходят все чаще по всей стране. О чем это говорит? О том, что свидетели Иеговы не нарушают закон. Поэтому некоторые представители правоохранительных органов прибегают к любым средствам, даже к фальсификации доказательств, лишь бы обвинить их в экстремизме. В настоящее время Европейский суд по правам человека рассматривает решения российских судов, которые ошибочно объявили публикации свидетелей Иеговы экстремистскими.